Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Дмитрий Спивак на связи прямо сейчас в прямом эфире. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую тебя, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей. Сразу скажу, что Чардаш Монти я не станцую вам никому, но про Венгрию поговорим, да. Значит, я понимаю, да. А о чем еще? Три темы. Венгрия, Иран, дядюшка Дональд Трамп, Ормузский пролив. И как это вообще все бьет нам с вами по головам. К сожалению, это так. В общем, всех с прошедшим праздником, да, вот кого не слышал, кого не видел, мира, добра, благополучия, тепла, гармонии, душевного равновесия всем. Всем тем, кто не планирует расчеловечиваться, это очень важно. Альтернативный спивак к дискуссии готов. Кто не успел подписаться, будьте любезны это сделать на канал Александра Шелеста. Ну и, друзья, с вас сегодня лайк. В общем-то, не мелочитесь. Просто поставьте лайк, а с меня честные, искренние, откровенные ответы на все ваши вопросы и в ходе всей дискуссии. Да и парочку сделаю прогнозов. Вот мне представляется, они будут не безинтересными. Ну все, готов. Да, друзья, мы, конечно же, поговорим о Венгрии сегодня, но вот начать я все-таки предлагаю с Ормузского пролива. Сейчас есть уже первые, ну, скажем так, да, карты того, как это все выглядит сейчас. В основном иранские корабли, как правило, там, но блокада уже началась. Идет она прямо сейчас. Трамп говорит, разбили всех, там какие-то есть катера подскока, если они приблизятся к нашим судам, которые блокируют Ормуз, то они будут уничтожены. 158 кораблей на дне лежит Ормузского пролива, флот иранский уничтожен. В общем, настроен решительно, настроен дерзко, как в принципе и всегда. Но как-то абсолютно уже обыденно звучат голоса, что «а что с ценами на нефть-то будет? Что с нефтью-то? Опять взлетает и взлетит, дай Ну, в боже». общем, я понял. Да, я понял так, что корабли лавировали по Армузскому проливу, лавировали, да не вылавировали. Вот. Это первое. Не смогли они вылавировать. Вылавировать. Вот так, да? Ага, все правильно. Это первое. Второе, дядюшку Трампа мало интересуют цены на нефть, потому что у него все хорошо с нефтью, с ценами. Да и Америка, являясь экспортером, собственно, как и русские, являясь экспортером нефти, которые и Америка, и Россия не очень зависимы от Ормузского пролива, то как бы они в шоколаде, в профите и в прибылях. Третье. Я не знаю, чем закончится вся эта история с блокировкой блокированного Ормузского пролива. Он же уже как бы был заблокирован Ираном. Теперь то, что заблокировано Ираном, заблокировано Соединенными Штатами Америки. Значит, в самом худшем ситуации партнеры Дональда Трампа, то есть все страны Персидского залива, потому что у них обрезан экспорт всего того, что они там у себя из-под земли, так сказать, добывают. 20% нефтяного мирового рынка нефти и практически весь экспорт Саудовской Аравии, там, как Катар, Эмираты, Йемен, Кувейт, Оман и так далее. То есть я не очень понимаю, что делает Дональд Трамп с точки зрения стратегии. Пусть мне кто-то объяснит, я не возражаю. Но просто идя на вот эту войну, я понимаю, он обрезает какие-то экспортные возможности Ирана. Ну окей, переживет Иран. Там неделя, 2-3 месяца переживет. Иран бомбардировки пережил, а остановку экспорта своей нефти, ну, думаю, как-то переживут. Не знаю. Но цены, как ты говоришь, сейчас взлетят, раз. На этом кто-то спекулятивно заработает миллиарды, два. Третье, Трамп еще больше противоставляет себе своих партнеров по Персидскому заливу. А это значит, что сидит дядюшка Си, который Си Цзиньпин, да, и сидит и потирает руки, потому что чем больше и глубже недоверие друг к другу у Персидского залива и Америки, тем ближе, собственно, страны Персидского залива будут сходиться, так сказать, ну, в партнерских каких-то отношениях с Китаем. Это что касается того региона. Теперь Европа. Ну, если нет экспорта через Ормуз от Персидского залива в Европу, то и нефти с газом по приличной цене в Европе нет. Кто бы там ни говорил, но там тоже как бы партнеры Трампа.
перейдем там на другую когда тему, то понятно, что несмотря на поражение Трампа в Европе, потому что в это воскресенье, да, единственный итог, который можно абсолютно четко сказать, потому что все остальное расплывчато, да, это то, что Трамп проиграл. Вот он сделал такую ставку, сам виноват в этом, да. Вот кто может сказать, русские проиграли в Венгрии или нет? Ну, вот кто может сказать? Потому что, с одной стороны, ну, типа, мы все знаем, Орбан как бы, Орбан, Сиярта, типа, там, пророссийские, да, это я понял. Но они же как-то это тихо делали, то есть глава Госдумы же не приезжал. То есть сегодня русские запросто могут сказать, а нам как бы по барабану кто Ну, там выиграл. смотрите, Мы вот это они об примем. этом уже говорят, мы об этом говорили, но вот все-таки тут же Да, интересен другой момент. Ну хорошо, а если будет атакован один или другой корабль, который блокирует Армузский пролив, а что там вообще с этим так, досмотром? То есть тут же сейчас на э, самом деле возрастает степень вот этой провокации, которая может вообще в тартарары все опустить, все цены на нефть. Точнее, наоборот, задрать их. я не думаю. Я не думаю. Вот смотри, точного ответа на этот вопрос не знает никто. Это как в известном фильме, да, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. То есть вот точного ответа на твой вопрос в этом мире не знает ни один человек. Потому что подобной ситуации не было очень давно, мягко говоря. Давай просто вместе проанализируем с тобой, со зрителями. Я выскажу свою точку зрения, ты свою, подумаем, а потом посмотрим. Я не знаю. Мне представляется, что Трамп не заинтересован в большой войне. А если кто-то, грубо говоря, ну грубо, кто-то подобьет, да, или там взорвет, или повредит, или атакует, один из кораблей американского флота, ну, любой главнокомандующий, даже более, то есть даже менее амбициозный и менее эпатажный, чем Дональд Трамп, любой отдаст приказ на вооруженный, так сказать, ответ, уничтожающий любого противника. Ну, мы же имеем в виду, мы же имеем дело с Америкой. Но Ну если так а подбивают какой? часть... Послушайте, Иран же разбомбили уже раза 3-4, если так слушать Ну, Трампа. не разбомбили, большая страна, не разбомбили не все виды вооружения еще, кроме ядерного. Это так кажется, разбомбили. Еще там есть чего бить и куда бить и так далее. Но я уверяю вас, что Трамп не заинтересован в этом. Мне кажется, что Дональд Трамп, не зная, чего ему делать, он не знает, что ему делать. Он загнал сам себя в геополитический угол между Европой, своими партнерами Персидского залива. Я уже про русских молчу. А между третья сторона, куда он себя загнал, это между, собственно, никто не понимает внутри Америки, что он хочет. Ну, оказалась непопулярная война в Иране. То есть вот все, что он там затевал, Тегеран за 3 дня, нефть моя, Ормузский пролив мой, долой и аталу, и будем там в мини-юбках танцевать твит во всем Тегеране, да, и возвращаем Тегеран в светскую жизнь, как это было в 60-е, 70-е годы, там, да, 20 века. У Трампа не получился этот план. Что делать дальше, он не знает. Вот пытается давить, шантажировать, пугать, и искать, щупать. Не забывайте, пожалуйста, что 21 час переговорного процесса ни к чему не пришел. Причем, Тут вопрос, а вот тут Александр, вопрос, я хочу да, сразу уточнить. А Венс, давай. он как бы настраивался на это? Вот смотрите, давайте проанализируем переговоры с Венсом. На него смотрели как на ясное солнышко, как на какую-то надежду американской дипломатии, потому что Кушнер и Уитков уже как бы на задворках этой надежды на дипломатию. Почему? Объясняю. Говорили уже с Виткофом и Кушнером и получили иранцы уничтожение верхушки. И вообще многие там сейчас пишут о том, это было специально, чтобы понять, кто там у них во главе, чтобы и их уничтожить. Ну, в последующем, в будущем. Так Венс номер отбывал, играл, понимая, что Трамп пойдет дальше? Или действительно у него не Нет, получилось? нет. У него не получилось. Это два первых блина будущего возможного кандидата в президенты США. Два первых блина оказались комом. Он начал свою такую самостоятельную игру. Он отодвинул от Ближнего Востока Рубио. Он убедил Дональда Трампа, это именно Джей Ди Венс сделал, да, пойти на перемирие, потому что именно Джей Ди Венс с первого дня войны был против этой войны. Он же поэтому и попал на 3 недели в немилость к Трампу. И Трамп как бы даже с обидой где-то высказался в его адрес, что вот мой вице-президент не поддерживает меня и так далее, и так далее.
А когда Трамп вот пришел в некую, да, блокаду, такую непонимание, что делать, вот он прислушался к партии мира. А партию мира представляет в его окружении Джей Ди Венс. И поскольку он к нему прислушался с точки зрения необходимости перемирия, начала переговоров, что не нужно продолжать войну, что риски велики для самого Трампа, ну, то есть вот опять поднялся, поднялся Джей Ди Венс, и он ему поручил возглавить делегацию. Ну и как бы весь мир наблюдал за успехами или неудачами вице-президента. Ну, провал по двум кейсам. Значит, опять я возвращаюсь, видишь, параллели Тегеран и Будапешт. Вроде две разных темы. Но просто один Джей Ди Венс. Темы разные, а Джей Ди Венс один. Но в Венгрии он просто проиграл. То есть ему ничего не удалось. Более того, я вам скажу, что вот поддержка Трампа сегодня это не в плюс, а больше в минус. Поддержка Трампа становится токсичной. Действия Трампа не вызывают какой-то как бы позитивные эмоции. Трампа побаиваются слабые, более слабые страны. Трампа не понимают его партнеры. Но люди не хотят войн. Трамп ведет войны. Люди не хотят такой риторики оскорбительной, воинственной. Люди не хотят этого. Поэтому некогда поддержка президента США на выборах там, в любой европейской стране, ну, практически, да, там, на 70% гарантировал успех. Джей Ди Венс проиграл свой вот этот кейс. Что касается Ирана и переговоров в Исламабаде, то как только вы, друзья, прочитаете список делегаций, вы поймете, что они не могли договориться вообще в принципе. Потому что Соединенные Штаты Америки представлены были на переговорах в Исламабаде партией мира, партией коммерсантов-дипломатов, да, то есть Джей Ди Венс, Уитков, Кушнер, а делегация Ирана, которая ни хрена себе составляла 71 человек, в основном ее возглавляли и внутри этой делегации, да, были люди из партии войны. Один из представителей Ирана – это тот, кто, собственно, был инициатором и идеологом перекрытия Ормузского пролива. Один из членов делегации Ирана был тот, кто как бы вообще ведет вот эту тему аятолла, там, антиамериканизм, антизапад, антитрамп и так далее, бить до конца. То есть партия мира, с одной стороны, и партия войны, на мой взгляд, никогда не могут договориться. Они разговаривают просто на разных языках. Ну и два момента. И я об этом тоже говорил. Мне напоминает это российско-украинскую историю. У нас же тоже есть буквально там пару камней преткновения, где мы не можем двигаться дальше, потому что стороны диаметрально противоположны друг по отношению к другу в своей позиции. Так и Иран с Америкой. То есть Трамп категорически настаивает на том, чтобы Иран признал, что они не будут больше заниматься ядерной программой и сдадут куда-то там в утиль, не знаю, в закрома МАГАТЭ свой обогащенный уран в количестве ни много ни мало 450 килограмм. У Ирана диаметрально противоположная позиция, они этого не сделают. Но их можно только заставить, я даже не знаю чем. Я вообще не очень понимаю, чем это когда-либо закончится, потому что после того, как Трамп начал войну, в середине иранской власти, я думаю, еще больше укрепилось мнение о том, что в ближайшие годы, пусть не сейчас, пусть в ближайшие годы, но Иран, да, по их позиции, что они должны обладать ядерным оружием. Более того, у меня есть такое ощущение, что и Турция, и ряд богатых стран Персидского залива, у которых бабла немерено, армии нету, там только верблюды могут воевать, тоже начинают задумываться, что, черт возьми, они всю жизнь жили под зонтиком американской поддержки с 1974 года, когда гениальный Киссинджер договорился с принцем Саудовской Аравии и с того момента стал играть нефть и доллар, а обменяли Киссинджер, в чем гениальность его этой сделки? Он обменял, обязы стран Персидского залива продавать нефть исключительно за доллары, он обменял на поддержку Америки по безопасности арабским странам, что, мол, мы вас защитим, никто никогда и никуда.
Сегодня Персидский залив видит, что Америка при Дональде Трампе абсолютно ненадежный партнер, который готов кидать кого угодно и так далее. То есть с точки зрения ядерной программы, я не очень понимаю, как они вообще могут найти точки соприкосновения. Теперь Ормузский коридор, вторая история. Тут найдут, могли бы найти. Я думаю, что в каких-то долях они разойдутся. А я имею в виду, что будет рано или поздно создан, ну тут Иран должен тоже подвинуться, а у них нет сил там зафиксировать в мире, что, ну, это как Египет и Суэцкий канал, да, Ага, то есть грубо вы говоря. считаете, что Иран подвинется в концовке? Я думаю, что Иран с точки зрения, кто будет контролировать Ормузский пролив, должен подвинуться в направлении создания некого конгломерата, где мажоритарную долю будет иметь Иран, какую-то долю будет иметь Америка или напрямую, или через своих прокси, что-то, может быть, саудиты, Египет, я не знаю, какой-то конгломерат, Хорошо. чтобы освободить миру Ормузский пролив. А как тогда выглядят хуситы, которые закрывают Красное море в рамках вот этой блокады? Ведь это же уже приводит вообще к непостижимым последствиям. Хуситы никогда не смогут действовать самостоятельно, им нужны деньги, им нужно оружие. Хуситы же это прокси. Хуситы, поддерживаемые тем же Ираном там, и так далее. Мы еще и не знаем, кто их поддерживает. Хуситы такие ребята, хрен поймешь вообще, кто их обеспечивает баблом и вооружением. Вот кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Вот ЦРУ, ФБР, Моссад, Ми-6, вот берут китайская спецслужба. Вот я никогда нигде не читал доклада, не читал информации о том, вот кто финансирует конкретно хуситов, кроме их связей там, да, с Ираном. Это мы знаем. Ты, Саша, имеешь в виду, как я понимаю, перекрытие Мандебского пролива, пролива, да, который как бы имеет отношение там и к Суэцкому каналу, который Красное море, да, там перекрывает, и входит, да, между этим Индийским океаном, проливом. И я понимаю, но это же еще более ухудшит ситуацию на мировом рынке нефти, нефтепродуктов, удобрений. Сейчас уже добрались до темы алюминия, то есть оно так просто не пройдет. Ну, миру тогда нагрянет рецессия на мир. И это будет печальное последствие для Средней Азии и, конечно, для Европы. Поэтому я не очень понимаю, куда себя загоняет Трамп. Но мне все-таки кажется, что он не начнет войну. Он пробует, а давай я заблокирую Ормузский пролив. Надо вынудить Иран к новому этапу переговоров. Может быть, надо их подтолкнуть к каким-то компромиссам. Я думаю, что сегодня-завтра появится а-ля обращение к Дональду Трампу от посредников. Это может быть опять Пакистан в лице Шефира, Шарифа, Шерифа, премьер-министр по фамилии Шериф, да. Не путать с Шефиром, да, Шериф. Это может быть кто-то еще, то есть обратятся к Трампу, не прекращать перемирие, которое заканчивается 21, по-моему, апреля, то есть есть какая-то еще неделя. Вот в эту неделю, если Трампу удастся реально, де-факто закрыть въезды-выезды морские, то будут обращения к Трампу от многих представителей, может быть, и европейских даже, кстати. Вот, например, идет заочная дискуссия, нехорошая для Трампа. Вообще, Трамп, конечно, вот смотрите, вот сегодня Стармер, премьер-министр Британии. Неважно, кто как к нему относится, неважно, какой у него рейтинг, неважно, что он может там скоро покинуть свое кресло, вообще не важно. Стармер – это представитель короны британской. И вот он говорит, да нет, хотя Трамп вчера как бы сказал, что бриты типа да, а бриты сказали нет, мы не идем на войну, нас там не будет, мы против этой войны. Хрен бы с тем, что Стармер сказал, что они не участвуют. Ну, хрен с ним. Но он сказал, что он против этой войны. То есть британская корона говорит, ты там сам можешь ковыряться, мы с тобой не партнеры в этом. Это говорит британская корона. Второе. Трамп так жестко наехал на папу римского, как никто и никогда не наезжал на любого папу римского. То есть он наехал на Ватикан. Но в свойственной Трампу нелицеприятной манере, которая ничего общего не имеет с дипломатией.
Трамп позволяет себе какие-то вещи такие в межгосударственном заочном диалоге, что, ну, я не очень понимаю, да. И можно не сомневаться, что позиция Ватикана по отношению к Дональду Фредовичу Трампу, ну, будет соответствующая. А Ватикан плюс британская корона, плюс европейская дипломатия брюссельская, плюс транснациональные корпорации, плюс Демпартия США, ну, я не очень понимаю, как из этого замкнутого круга Трамп собирается вообще выбираться с профитом для себя. Ну, то есть Ватикан он не перекусит. От того, что он наехал и оскорбил папу римского Льва XIV, ну, наехал, но оскорбил. Ну, Ватикан переживет, но ответка будет. Ответка же закулисная, Ватикан же на войну не пойдет. Закулисная ответка с точки зрения влияния. Стармер отказал Трампу, значит, в блокировании Ормузского коридора. Страны НАТО молчат. То есть он один. Вот Ну Соединенные почему один? Штаты, Дональд Подождите, Трамп. он вместе с Нетаньяху. Ну, и Нетаньяху да, он плечом к да. плечу. Израильтян, понимаешь как? Вот я долго думал про свою позицию по поводу Израиля. И сейчас скажу непопулярную вещь. Не кидайтесь в меня тапочками и не бросайте помидоры. Знаешь, вот как, Саш, вот на улице, вот, если видишь, не надо бить. Да, надо бить по главному. Да, если много там напротив тебя, надо вырубать главного. И тогда, может быть, драка пойдет по другому руслу. Израиль понимает, что то, что произошло 1,5 месяца назад, у них нет назад пути. Они или с Дональдом Трампом добьют ситуацию с Ираном и обезглавят, обезоружат, сделают Иран не такой воинственный и так далее. Или, если они этого не добьются, то очень сложные годы могут наступить для жителей Израиля. Потому что Иран будет мстить через год, полтора, два, три, пять, неважно. Там достаточно фанатиков религиозных, там достаточно группировок шиитского исламизма. Вокруг Израиля достаточно недружественных для них группировок. И Нетаньяху чувствует, что вот он исторический момент, вот или сейчас, или никогда, или пан, или пропал. И все израильское лобби будет, ну, грубо говоря, задействовать абсолютно все свои ресурсы, чтобы Дональд Трамп не спрыгнул. А тут еще и попало на благодатную почву гипер, как бы, как это сказать, к Дональду Трампу, ну, гиперобидчивость, что ли, гипер такую, да не знаю слово даже какое подобрать, вот просто гипер, да, то есть Дональд Трамп оскорблен до глубины души, и он не понимает, как это он, Дональд Трамп, глава самой могущественной страны в мире, вот вынужден откуда-то уходить, там не справиться и так далее. И задели за живое. Вот он и пытается нащупать. Я боюсь другого. Я боюсь провокации какой-нибудь. Вот тут ты прав. Потому что если в Ормузском проливе произойдет нечто, ну такое, из ряда вон выходящее, сразу вам могу сказать, Трамп задействует, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Трамп задействует всю мощь авиации, ракет, спутников, разведки, наведения и начнет стирать с лица земли все, что там осталось по инфраструктурным объектам Ирана. А Иран сможет ли и успеет ли ответить, ну, там, по каким-то объектам у своих соседей, мы тоже с тобой не знаем. Потому что мы не знаем, насколько быстро и молниеносно может проходить спецоперации США. Единственное, я могу сказать точно. Я сегодня как бы какие-то вещи нелицеприятные говорю в адрес Трампа, а сейчас скажу, как бы, что весь мир это увидел. Весь мир увидел, что Иран не контролирует всю свою территорию. Ведь кто бы там что ни говорил, блестящие 2 операции провели американские спецы по освобождению своих летчиков. И высадились, и там и дозаправка была, и почему летчиков не показали?
Не знаю, Саш, ну, я понимаю Нет, твой намек, здесь, смотрите, здесь же но просто гуляет версия, что они действительно эту спецоперацию, которую там уничтожали свои же вертолеты, самолеты, для того, чтобы врагу не достались, вот это все блестящее и феерическое о том, что, о чем рассказывал Трамп, это просто неудачная операция по овладению вот этой колбой с 400 килограммами обогащенного урана, которая якобы есть. Они туда высадились, им наваляли, они собрали как бы манатки и умотали. Саш, А пилот я вроде понимаю. как пилот. Ну, вы же знаете эту версию, она ходит и гуляет. А, Я скажу свое мнение. Я версию эту слышал. Я не являюсь ничьим адвокатом, как ты понимаешь, в американо-иранских взаимоотношениях, но и не являюсь большим специалистом в ядерной физике, но могу сказать, что я категорически отвергаю эту версию, потому что 450 килограмм обогащенного почти до военных целей урана не лежат в колбе в каком-нибудь острове, куда можно прилететь, забрать и на вертолете увезти. А вот 100%. Оно настолько глубоко где-то в шахтах, что туда не доберешься. Это первое. Второе. Да, и есть такая, много разных конспирологических версий, что, мол, это понты Трампа, что-то они хотели, высадились, что-то не получилось. Если бы они не освободили своего пилота, и если бы это был блеф, иранская сторона уже об этом бы сказала и показала бы этого пилота, Мгм. наоборот, им было бы в кайф уличить Трампа, так сказать, да, в блефе и во лжи. Нет, они этого не делают. Иран вообще избегает этой темы, что подтолкнуло меня на мысль, что операция таки, да, как бы прошла успешно. Ну, как-то так, вот, как-то так. Мгм. А, Один нюанс еще по этой теме, и будем двигаться дальше. Все-таки перемирие. Нетаньяху говорит о том, что оно не выдержит, да, и, понятно, сейчас особый пик и накал вокруг Армуза. А, Есть же такая история, как нефтеюань. Все чаще этот термин стал повторяться, и его очень часто, скажем так, сейчас повторяют. И получается, что блокада Трампа — это в том числе и недопущение зарождения, хотя он уже зародился, но имеется в виду полноценного, да, нефтеюаня как такового, потому что Иран торгует криптой, юанем, предлагает европейцам евро торговать. Ну, вот сейчас это все заблокировал, собственно, Дональд Трамп. Как вы думаете, вот сейчас операциями в Ливане, ну, я так понимаю, что Нетаньяху будет выполнять вот эту условно грязную работу по срыву и опять погружению Ближнего Востока в пучину войны. Ну, такая стратегия. Ведь если мне кто-то скажет, что нет, все идет к миру, они договорятся, отползет Иран или отползут Штаты, корабли отойдут, все испугаются, правда, перекрытия Мальдебского пролива хуситами, то есть все понимают это. Но они же стягивают туда колоссальные силы сейчас на протяжении всех этих дней. Вы тоже наблюдаете, я думаю, Кто? что американцы, Кто? американцы стягивают военные самолеты, заправщики, то есть как бы увеличивая вот эту мощь для, видимо, следующего раунда. А, Ну, Израиль я понимаю. согласен на такую роль? Э, Я понимаю. Давай я начну с конца твоего вопроса. А, Перекрытие и блокирование Армузского пролива Дональдом Трампом и стягивание к Ближнему Востоку поближе к Ирану многочисленных подразделений, демонстрация мощи. Это не, это не намек, что они послезавтра начинают войну. Это психологическая попытка психологически подавить Иран, надавить, поддавить, ну, щупает возможности. Слушай, ну, в дипломатии так и происходит. Надо щупать, да, где слабинка, где не слабинка. То есть это не означает, что Дональд Трамп готовится к войне. Ну, на мой взгляд. Я сказал уже почему, но она ему ничего не принесет. Она ему орденов не принесет. Это война. Даже если в конечном результате он там добьется какой-то цели, война сегодня никому не принесет профитов. Так мир устроен, что пятый год идет война в Украине, и мир, просто цивилизованный мир, обычные люди, граждане, США, Венгрии, Чехии, там, других стран,
не хотят больше войны и более не верят вот в эти все, тем более, что Трамп же сам виноват. Но он же сам всему миру сказал, мне нужна нефть. Ага, то есть весь мир понял, что это же все так туфта, смена режима, избавление мира от террористов, да, и так далее, как в Венесуэле, избавление мира от наркотрафиков. Да нет, нефть. Так вот, мир говорит, да не, ну так это неправильно, слушайте, что значит, так же нельзя право сильного использовать и воевать, вести войны только потому, что тебе нужна там нефть, газ там и так далее, и так далее. Поэтому война с 90 миллионами Ираном, в которой 2 миллиона армия, ну, слушай, она не принесет Дональду Трампу профитов. Поэтому думаю, что он поддавливает. Теперь Израиль. Это фактор. Это фактор, с которым не считаться не может Трамп. И я выскажу свое мнение. Я думаю, что у них нет совместной стратегии. И я думаю, что стратегия Нетаньяху отличается от стратегии мыслей Трампа. Я уже сказал, что Нетаньяху крайне нужно продление нахождения Трампа в состоянии войны, чтобы он не ушел с Ближнего Востока. А поэтому своими действиями на юге Ливана, кстати, тот же Нетаньяху тоже правду говорит и открыто говорит, что мы не сойдем с наших рельс, пока не сделаем север Израиля безопасным от юга Ливана, то есть пока не уничтожим Хезболлу там и так далее, и так далее. У них исторический шанс у Израиля. А если говорить категориями среднесрочной и долгосрочной перспективы, Саш, так если рассуждать, и временными отрезками там не завтра Армузский коридор, а там 10-15 лет, то у Израиля очень серьезное опасение вообще о дальнейшем изнувании, о дальнейшем существовании в окружении 200-миллионного арабского мира, в котором присутствует значит, так много группировок антиизраильских. Более того, к ним же еще и Турция подключилась. Ни хрена себе называется Турция, которая ведет сегодня, слушай, ну настолько жесткую антиизраильскую риторику, что Израиль тоже вполне уже записал турков и Реджеп Таyyip Эрдогана, ну, как бы в когорту врагов. Вы Без верите Трампа они в не выживут. мнение Кента, который на прошлой неделе высказался, что вполне себе Израиль, когда решит этот вопрос со своими северными территориями, как бы повоюет с Турцией в Сирии, прям официально, Израиль против Турции, а Трамп уйдет из НАТО, потому что вступится за Израиль. Я боюсь, что вот Трамп, если начнет вот такие движения, то он из НАТО, может, и уйдет, но к импичменту придет. Ему никто не даст в Соединенных Штатах Америки выйти из НАТО. Он может, да, у него достаточно полномочий сегодня принимать там решения уменьшить, допустим, да, уменьшить контингент вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе, сократить там, да, какие-то количество американских баз, сократить финансирование НАТО, дать сигнал, грубо говоря, давай поразмышляем, дать сигнал там, что если русские нападут там на условную Эстонию, то Штаты не впишутся. То есть какие-то такие вещи, принуждение НАТО к дружбе с собой он может предпринять. Официально вывести Соединенные Штаты Америки из блока НАТО Трампу не даст сделать ни Конгресс, ни Сенат. Более того, сегодня уже середина апреля, в ноябре выборы, с апреля до ноября это невозможно сделать де юре, выход из НАТО. После ноября, я думаю, что мало кто сомневается в том, что изменится немножко расклад сил в Палате представителей, и Трампу не дадут выйти из НАТО. А вот то, что ты предположил, что покончившись с Хезболлой, Израиль может вступить в некую такую войну на территории Сирии, у них там тоже есть интересы, и эта война может перерасти с Турцией, страной НАТО, ну, я бы не рекомендовал господину Нетаньяху иметь во врагах одновременно Иран,
даже обезглавленную Хезболлу и Турцию. Ну, как бы Боливар в лице Израиля может не выдержать троих. А Турция еще более мощнее держава с точки зрения военного потенциала, нежели Иран. Вообще, я видел отчеты, что турецкая армия в топ-3 в НАТО входит. Что турецкие вооруженные силы помощнее даже и немцев, там, и итальянцев, и французов в том числе. У них ядерного оружия нет, как у французов, окей, да. Но с точки зрения флота, авиации, ракет, с точки зрения просто количества контингента, да, численности контингента военного в разы турецкая армия превышает там немецкую, французскую и так далее. Поэтому, я не думаю, что Нетаньяху на это пойдет. А вот разгромить пока Хезболлу и добить то, что не удалось добить Хамас, вот тут будет двигаться Нетаньяху. Вопрос стоит один. Если Трамп против большой войны, удастся ли Трампу убедить Нетаньяху, как бы не срывать все-таки перемирие, сделать паузу и скушать Твикс. Мгм. Хотя бы в течение недели. Значит, Вот это вопрос. посмотрим, как будут развиваться события. Перенесемся на европейский театр политических действий. Конечно, вся сейчас украинская лента, украинские, скажем так, разные там спикеры, они сейчас Венгрия. Воспринимается все как какое-то ликование, мол, смотрите, какой Зеленский молодец, как он классно вообще чует, держит нос по ветру, и вот эти все живот Орбана, все вспоминают уже как продуманную какую-то стратегию, потому что на выборах побеждает Мадьяр, получает большинство, Тиса впереди, Орбан, понятно, он остается в политике, понятно, Фидес тоже представлен, но большинство, и судя по всему, Мадьяр будет премьер-министром, тут уже как бы никаких вариантов нет, и поэтому Мадьяр делает ряд заявлений. Значит, перед этими заявлениями, как мы их обсудим, я всех обращаю в чат трансляции. Друзья, спасибо большое, что уже проголосовали, многие из вас. Давайте проголосуем, в конце подведем итоги. Кто больше проиграл от результатов выборов в Венгрии? Варианты: Россия, США, Украина и Еврокомиссия. Или венгры проиграли непосредственно от этих результатов вот таких выборов. Давайте начнем с самих выборов. Кто проиграл и почему так произошло, а не иначе? Я уже, значит, отвечу сначала тебе на твое замечание. Вот там Орбан, Орбан Владимир Зеленский. То есть, да, если взять во главу угла, что весь этот негатив в украино-венгерских отношениях был, собственно, и переходил на личностные вещи, да, противостояние Орбана и Зеленского, то, Зеленский в этом противостоянии победил, а Орбан в этом противостоянии проиграл. Потому что то нелицеприятное отношение от Владимира Зеленского к Орбану закончилось, все. Орбан уже не премьер-министр, а у Украины есть шанс наладить отношения с новой венгерской властью. Дай бог, чтобы у нас это получилось, чтобы мы опять не ударили себе по лбу граблями, потому что Мадьяр не пацан зеленый, хоть и молодой по возрасту, и судя по сегодняшним заявлениям, мы сейчас к нему вернемся, но, в общем, не простой орешек. И Мадьяр — это не проукраинская позиция. Мадьяр — это провенгерская позиция. У Мадьяра очень непростая ситуация. Ему нужно будет... давай я уже об этом начал. Сейчас закончу это и вернусь к самим, в общем-то, выборам. У Мадьяра очень непростая ситуация. Он уже сегодня сказал, что он все равно против. Венгрия против вступления Украины в ЕС. То есть уже можно не ликовать и чепчики в воздух не бросать с криками «Мадьяр наш». Да нет, он не наш. Да, у него нет такого по отношению к нам, как было у Орбана, и у нас к нему нет. Но он не наш. Венгрия будет блокировать вопрос вступления Украины в ЕС. Дальше. Мадьяр сказал, что он будет продолжать покупать российскую нефть. А куда деться Венгрии? Какая разница? Орбан, Мадьяр, Пупкин. Венгрия зависима от русских с точки зрения энергоносителей и атомной энергетики. Дальше Мадьяру ничего не остается делать, как попытаться наладить контакты, коммуникацию с Соединенными Штатами. Трамп пока президент.
И до 28 года Трамп президент. Поэтому, да, он вынужден будет как бы, да, и искать пути, дорожки к Соединенным Штатам Америки, к тому же Джей Ди Венсу. А куда деться? Венгрия не пойдет в оппозицию к Америке. И четвертый угол этого треугольника, посмотрите, сколько интересов у Мадьяра, какие сложнейшие комбинации. Это брюссельская дипломатия. Поэтому мы, когда сейчас кричим, что ура, теперь будет разблокирован 90-ярдовый кредит, да, Венгрия, наверное, разблокирует 90-ярдовый кредит, запятая, потребовав для себя от Евросоюза очень и очень серьезных компенсаторов, денежек. Венгрия потребует от Евросоюза денег по бартеру. Вы нам деньги, мы разблокируем свое, так сказать, да, пожалуйста, помогать Украине. Но он уже сегодня, Мадьяр, сказал, что он против военной помощи через территорию Венгрии для Украины. Ну и я уже сказал, что он против, значит, вступления Украины в ЕС. Дальше он интересные вещи сказал, тоже такие показательные. Смотрите, по Путину, что сказал Мадьяр. Говорит, я ему звонить не буду, но если он позвонит, но это навряд ли. Но нефть я хочу покупать. Даю прогноз. Разговора Мадьяра и Путина в ближайшее время не будет, а контакты на уровне министров иностранных дел или контакты на уровне энергетиков будут. Первое. Второе, что сказал Мадьяр, не очень хорошее. Надо нам очень внимательно к этому отнестись. Он сказал, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским и предположил, может быть, на полях Европейского совета. Вот это меня насторожило, потому что я бы сейчас на месте всего нашего МИДа приложил бы максимум усилий, чтобы в ближайшее время организовать встречу Зеленского и Мадьяра. Надо перезагрузить и перепрошить украино-венгерский диалог. А до этого я бы включил, открыл бы вентиль трубопровода дружбы, ну, продемонстрировав вот такой вот шаг дружеский. Я думаю, что Украина это сделает. Но надо встречаться Зеленскому и Мадьяру в самое ближайшее время. Что касается выборов, кто проиграл? Саш, ну, абсолютно однозначно проиграл Дональд Трамп и вся его команда. Абсолютно, как бы, ну, не то что выиграла, но получили сатисфакцию такую психологическую. Это леволиберальная европейская тусовка. От того, что одним как бы партнером Трампа в Европе стало меньше. Одним правым консерватором, вот таким вот протрамповским Орбаном стало меньше. Остается там Фица, Бабиш и так далее, но тут как бы Трамп проиграл. То есть любая оплеуха и любая геополитическая пощечина Трампу воспринимается как победа, значит, в Брюсселе, и они как бы имеют задел по времени. Потому что если бы победил Орбан, ну, тяжко было бы Европейскому Союзу принимать вообще какие-либо решения. А так открылся шлюз, открылось одно возможности. Проиграли ли русские? Да, конечно, в том числе тоже проиграли. Но по сравнению с Трампом Россия проиграла тише. Ну, я уже сказал, почему. Потому что, ну, только Трамп позволял себе вот так абсолютно открыто сделать ставку и поддержать Так а в чем Орбана. проект? Чем Подождите. ему навредили? Давайте так. Да, Смотрите, по давай. поводу Мадьяра. Его очень классно выворачивают его заявления, то есть я уже это наблюдаю в украинской прессе, вот что говорят, да, вот, например, там эти ну вот там Венгрия, значит, не будет блокировать 90 миллиардов, то есть уже как бы разворачивают эту историю в какую сторону, что Россия угроза безопасности, Европа должна готовиться к этой угрозе, с Зеленским наладят отношения, он, если Путин мне позвонит, я не отвечу, но сам ему звонить не буду, ну вот таким вот образом, да? Наоборот. Если Путин говорит ему позвонить, он ответит, но Ну да, сам я звонить не отвечу, да, будет. но Вот так. я отвечу, Да. но сам звонить не буду, да, правильно. И согласовал кредит Украине, в общем, Орбан, да, но мы, собственно, не поддерживаем это решение, просто денег давать не будем. А так, в принципе, мы разблокируем, пожалуйста, но денег своих давать не будем. То есть все максимально хорошо. Сейчас выстраивают вокруг Мадьяра вот эту вот историю. Понятно, что дружбу откроют, я с вами согласен. Но тут возникает другой вопрос. Смотрите, ведь с точки зрения Трампа, вот это действительно была серьезная угроза для Урсул, для Еврокомиссии, для надстройки. Орбан был стартом
ну, вот такого, ну, кто-то называет это правый поворот, кто-то называет как-то по-другому, кто-то называет там мага, но в Европе. Ну, короче, было бы на кого Да? опереться Трампу. И все сразу как бы как принцип, по принципу домино, все страны на следующих выборах, собственно, были протрамповские правительства. Сейчас этого нет. Но и понимание того, что воевать там будут или помогать Украине отчаянно, тоже нет. То есть сейчас очень Нет. какая-то непонятная ситуация с тем моментом, какой будет Европа. Да, хоть и, понятно, сейчас под Сороса, это, ну, Мадяр, он в принципе, да, он из Фидеса когда-то, вот из молодежки, потом его сейчас там рисуют, что он и в синагогу ходит, ну, вспоминают ему, да, и какие-то там, ну, короче, это проект Сороса, все, теперь Венгрию отдают Соросу, Сорос-младший говорит, я вернусь, Орбан всех повыгонял, то есть абсолютно другая сейчас конструкция может вырисоваться на европейском, скажем так, поле боя. Какая? И Я бы... Да, смотрите, вот очень важное да, я наблюдение, понял. сейчас очень важное наблюдение, смотрите, все помните, как Камала Харрис проиграла? Все думали, что вот, Камала Харрис, ой, беда-беда, сейчас Трамп будет там. Но Камала Харрис, она бы закончила эту войну, выиграв бы президентский титул, она вообще не про войну в Украине и так далее. Но это типа другая сила. Может ли сейчас прийти и переформатироваться Европа так, чтобы закрыть вопрос войны, но под другим, не трамповским соусом? А, Хороший вопрос. Ну, давай, ты набросал несколько таких важных тем. Значит, первое. Мадяр, Сорос, Мадяр, значит, демократы, глобалисты. Если это так, то это победа глобалистов, Сороса и так далее. Значит, полку евролибералов левых как бы прибыло. И правое движение в Европе будет сложнее идти к власти в Германии, во Франции, там альтернатива для Германии, Марин Ле Пен во Франции и так далее, и так далее. То есть на одного как это сказать, ну, выбили с доски вот, значит, одну фигуру. Протрамповскую, правую, консервативную и так далее. Ну, это правда, я же сказал, Трамп проиграл. Ну, он же сам полез в это. Он же, да, я за Орбана, а Орбан проиграл. Кстати, хочу сказать пару слов про Орбана. Я ж человек объективный. Друзья, ну вот все Орбана называли диктатор, диктатор, диктаторский режим. Странная какая-то история. Орбан в день выборов признал свое поражение, поздравил победителя, не устраивал ночные шоу, значит, значит, факелами. Хотя если бы проиграла бы другая сторона, леволиберальная, можете не сомневаться, неделю там были бы шествия и так далее, и так далее. Более того, Орбан проиграл мажоритарные круга. Диктаторы не проигрывают мажоритарные круга. Кто понимает, о чем я говорю, может, ну, поверит мне. Поэтому как раз вчера Орбан показал, что он как раз обычный европейский демократ. Ну, то есть все, вот он признал свое поражение, поздравил и свалил, не мешая вновь, ну, как бы победившей силе. Ну а проигрыш его, тотальный проигрыш на мажоритарных округах свидетельствует, наверное, о том, что венгры устали от Орбана, и, ну, просто устали. То есть все, кто пошли на выборы, оглушающий перевес на мажоритарных округах. В стране с диктаторскими полномочиями, с авторитарными замашками на мажоритарных округах обычно побеждают представители власти. Потому что авторитарный способ – это админ-ресурс, бабло, да, неважно, как проголосуют, мы посчитаем как надо. Если в Венгрии посчитали все как есть, то какой же он нахрен диктатор? Вот, то есть тоже мы привыкли к каким-то клише и так далее. Теперь, да, какая будет Европа, я уже частично сказал. Это будет зависеть от того, как пройдут выборы следующие, дальше в странах. А вот по поводу кредитов. Я уже высказывал где-то свое мнение, что такой Орбан, который блокировал частенько все решения ЕС по отношению к Украине, он им был очень нужен. Они его ругали, конечно, но он им был нужен, потому что они же
Орбаном прикрывали свою пассивность и свое двуличие. То есть они выходили на трибуну, принимали решения, мы вот Украине даем, это же вот Орбан плохой. Да он им был нужен, такой Орбан. А сейчас, а кто вам сказал, что у Европы есть эти 90 миллиардов, если ситуация с Ормузским проливом и ценами на нефть, а соответственно ценами на газ, а соответственно ценами на удобрения, а соответственно посевная, урожай и так далее, а кто вам сказал, что у Европы есть такие деньги сейчас выкинуть на Украину? А кто вам сказал, что Европа не зацепится сейчас за какую-нибудь отговорку того же Фица? Это ж злой и добрый полицейский. Это мое мнение. Что такой Орбан им был нужен, типа, Витя, ты говори, ты же можешь говорить то, что мы не можем. Мы же как бы, да, мы же демократы, А мы ж должны, а ты давай. А Москва, Песков сказал, не дружила с Орбаном, просто вела с ним Ну, диалог. понятно, да куда... Да, ты меня спросил, почему Москва проиграла. Ну, я даже не знаю, как тебе ответить. Но если Москва абсолютно открыто, всегда открыто поддерживала Орбана, 152 раза принимала его в Москве, Орбана, Сиярта туда ездил как по понедельникам, да, и венгры получали все там со скидками и так далее. Понятно, что режим Орбана или власть Орбана была больше ориентирована на отношения с Россией, ну и как бы на отношения с Трампом. Поэтому отлучение Орбана от власти – это в том числе проигрыш в Кремле. То есть они лишились еще одного своего сторонника и вместо Орбана приобрели представителя Сороса. Ну вот как бы что тут непонятно. Я просто сказал, что русские проиграли тише. Ну, они публично не поддерживали Орбана, поэтому они не получили публичную такую оплеуху, как получил Трамп. Но Россия проигрывает Молдову. Россия проиграла выборы в Молдове. Россия проиграла Гагаузию. Там посадили эту девочку, я не помню ее фамилию. Ну, абсолютно такая, да, пророссийский кандидат, президент или кто она там была в этой Гагаузии. Ее просто арестовали и посадили в тюрьму. Русские ничего не сделают. Ну и Россия проиграла Орбан. Это такие камешки, это такие, ну вот в этой матрице, оно так по зернышку. Критично ли это для Кремля? Нет, не критично. Почему? Потому что мой прогноз, Сорос или не Сорос, будущий премьер Венгрии будет вынужден вести диалог с Россией. Может быть, не дружеский диалог, как это было у Орбана там, и Путина, Лаврова и так далее, но деловой. Мадьяр будет вынужден вести деловой диалог, деловую коммуникацию с Москвой, потому что надо с атомной энергетикой разбираться, надо с нефтью, там, газом, Вообще трубопроводом. история повторяется вообще. Вы же помните, что Фицо уже был, потом было без Фицо какое-то время, а потом избрали Фицо. Ну, то есть есть такая параллель, она прям проводится между Венгрией и Словакией, потому что, ну и в конце концов Кремль заработает больше, потому что уже не будут этих скидок, но будут уже по таким, скажем так, В общем, когда-то в Венгрии было такие два антипода: Януш Кадр и Ирже или Ирже Нать. Вот. Кто там за кого, кто с кем, только люди старшего поколения помнят. Ну вот сегодня Орбан и Мадьяр. Поживем, увидим. Еще один момент интересный. Вот это очень важно. Выборы в Венгрии, как и выборы президента США, представляете, какую я параллель провожу? Демонстрируют дальнейшую деградацию социологии как науки. Что говорила любая венгерская социология там накануне выборов? Она говорила, что первое, огромный перевес, большой перевес в пользу партии ТИС, в пользу партии Мадьяр по отношению к партии Орбана, а вот на мажоритарке хрен там поймешь, как получится. Каковы результаты выборов? Диаметрально противоположны. По партийным спискам вот абсолютно небольшой отрыв, а вот в мажоритарных округах представители Мадьяра порвали, как тузик грелку, значит, представителей Орбана. Ну, то есть социология вообще, как бы близко даже, вот все с ног на голову. Такая же ситуация была в Соединенных Штатах, когда все давали ноздрях ноздрю Камала Харрис и Трампа, Трамп порвал там выборы и победил с огромным преимуществом. Это проблема. Это становится проблема, что социология
или является инструментом манипуляции, замыливания глаз, ну или социология перестает быть той точной, как бы, да, прогнозирующей такой историей, когда вот, да, все совпадает. Вот на это я обратил внимание. Дмитрий, по поводу Украины. Закончилось перемирие пасхальное. Дальнобойных ударов не было, но стороны обвиняют друг друга в нарушениях, понятно. Буданов появился с женой, Пасхи светил возле храма, его там с ним побеседовали. И Зеленский тоже появился с женой. Они на двоих записали обращение. Складывается впечатление, что вот подобное. Ну, опять-таки, я слишком сомневаюсь, что Буданов надел костюм, снял свою спецовку гуровскую и пошел с женой. Он прям не знал, что его будут снимать. Ну, мне кажется, что все как бы это все вот как бы случайно, да, вот просто толпа людей выставляют свои Да нет, почему корзинки. случайно? Да Ну, нет, все понятно. любой публичный человек, даже на уровне села, города, региона, страны, ну, любой публичный человек с амбициями, там, я не знаю, мэра, депутата с амбициями, политическими амбициями, узнаваемый, популярный человек, когда идет, как бы, ну, с супругой, там, идет на Пасху, там, да, в церковь, в храм, ну, он понимает, что, ну, да, средства массовой информации обязательно его увидят, найдут, подойдут, возьмут Смотрите, интервью, ну, нормальная вещь, все понятно. политтехнологи считают, что это проявление с женой, это признак скорых выборов в Украине, для того, чтобы вот как-то так отойти немножко. Там считали, сколько раз Зеленский и Зеленская сказали слово «война», ни разу не сказали слово «Россия», сколько раз слово «мир» сказали. То есть это как бы отголоски и, ну, какая-то вот первая ласточка к тому, что нас к чему-то готовят. Если у вас такое ощущение, впечатление, потому что, ну, давайте так вот честно, хвастаться, ну вот прям хвастаться по ситуации на фронте, конкретно на фронте, особо нечем. Ну вот именно на фронте. По дальнобойным ударам можно, конечно, там это все, в общем-то, и статистику примерять. То есть у нас фактор войны не изменился как таковой. Но его потихонечку оборачивают в другую сторону. И вот видите, как под таким соусом предстает офис президента, Зеленский с Зеленской. Причем, если так проанализировать, Значит, абсолютно я понял. диаметрально противоположные вещи, которые говорил в многочисленных интервью и медиапроявлениях Буданов и Зеленский, то вот как бы вот вам два, собственно, два пути электоральных из одного места, из офиса президента. Вот вам Зеленский готовится к выборам, вот Буданов готовится к выборам. Ну, осталось еще нам посмотреть на Валерия Федоровича на Пасху, как-то мы его не увидели, да и других. Ну, в общем, значит, вот что первое, ну, несколько тезисов, которые ты затронул, я попытаюсь ответить. Итак, первое. Фронт. Как ты сказал, там нечем хвастаться. Хвастаться, может, и нечем, но там абсолютный тупик. И многие российские блогеры уже об этом пишут. Ну, тупик с развитием технологий, значит, дронов ничего не получится, ни у одной из сторон. Но Украина это признает, а русские продолжают требовать Краматорск, Дружковку там, и так далее, и так далее. Ни один человек мне не может ответить, нахрена оно им нужно, кроме того, что они не знают, как выйти с лицом каким-то из войны. Они понимают, что тупик абсолютный. Так, за эту Дружковку можно воевать еще пару лет. Положить еще 1100 людей, и это вызывает уже тоже и в мире, да и в России уже начинаются какие-то такие движения, потому что ну, люди, которые вот как-то ну, думают же, не все же вот в пропаганде, начинают задавать вопрос, а зачем? Вот что дальше? Неужели это цель? Вот закончить войну, вот эта цель, Краматорск, вот и все. А зачем? Поэтому фронт, давай, это отдельная тема, на мой взгляд, там тупик, и я очень хочу, чтобы как-то все стороны это поняли. Надо заканчивать эту войну, надо заканчивать, искать компромиссы. Теперь политика, да. Значит, первая тема религии, церкви, ты знаешь, для меня табу, но один момент я отметил. Это высказывание Кирилла Буданова о церкви. Очень такое неординарное, взвешенное, такое, да, где-то даже идущее вразрез с официальной линией партии, когда накануне он сказал, что ну, государство отделено от церкви, надо это понимать,
не шельмовать, и что любое насилие государства по отношению к церкви нигде в мире не приносит успеха или результата. Ну, такое. Ну, высказал, как бы, да, высказал. Мы все понимаем, о чем идет речь. Что касается, готовят ли нас к выборам, Саша, ну, выборы будут. И те, кто видит себя в будущих выборах, ну, так или иначе, прямо или косвенно, прямо или опосредованно, ну, где-то в том числе ведут определенную уже, так сказать, по политическую какую-то, что ли, политическая, ну, несут политическую функцию, вот так, олицетворяют себя уже с политиками. Такие дни, которые позволяют тебе быть в публичном пространстве, где-то более раскованно, не зажатым в узкие рамки твоей должности, ну, собственно, вот такие дни, это и пасхальные дни в том числе, да, когда ты можешь выйти вот там с семьей, что-то сказать и так далее, и так далее. Мне нравится, что... Мне нравится вот что, во-первых, 100 дней, да, вот позавчера, не, вчера, как раз вчера, воскресенье, вот так совпало, вчера было 100 дней, как 100 дней на должности главы ОП Буданова. И вот последнюю неделю Кирилл Буданов частенько говорит вещи, которые бы не приняли в едином марафоне. И про наши дроновые истории, что мы пользователи, что у нас много чего нет из запчастей и комплектующих, что у нас проблемы, что да, у нас есть прорыв там, в технологиях и так далее, но у нас нет собственного производства, и в любой момент, если кто-то закроет краник, у нас... То есть высказывает какие-то такие вещи, которые, ну, в общем-то, так сказать, про правду, не всегда лицеприятную правду. А то, что у Кирилла Буданова, по всей вероятности, есть амбиции самого высокого уровня, включая парламентские, а может какие-то президентские выборы. Ну, есть у него амбиции политические, все это понимают, все видят. Человек в тройке так сказать, по рейтингам, по уровню доверия. Если ты в третий там или второй в стране, у тебя не могут не быть амбиций. Тем более сегодня он уже не глава ГУР, а занимается переговорным треком, занимается обменом пленных, не лезет там в правительство, в назначение министров, в кадровую чехарду, в отличие от всех предыдущих. То есть офис президента при Буданове – это нечто иное, чем мы все привыкли к пониманию, что такое офис президента. Да? То есть Буданов занимается международным аспектом, обменом пленным. Америка, Россия, так сказать, Не, да, ну подождите, позиция такая. он и предпринимателями занимается. Тут немножко как бы такая очень сложная конструкция. Вроде как Конечно. это же как бы друг Арахамии, да, они там парламент пытаются взять. Информации. Первое, мы пользуемся, что напишут. Второе, кто нам что скажет. И третье, наш собственный инсайт. Ну вот так вот тремя видами мы пользуемся. Значит, надо понимать, что украинские телеграм-каналы, так же, как и мировые СМИ, они не могут быть абсолютно не заангажированы. Они все равно отображают точку зрения тех, кто за этим стоит. Это включает и мировые СМИ, будь то Вашингтон Пост, The Times, Wall Street Journal, неважно. За ними есть определенные силы, которые отображают определенную точку зрения. Я много раз слышал про дружеские отношения Буданов, Арахамия. Я не могу это ни подтвердить и не опровергнуть. Я никогда их не видел вместе. Я слышал об этом. Наверное, да, а может быть и нет. Ведь самое интересное, что во многочисленных интервью Арахамии я от него никогда не слышал фамилию Буданов. И в многочисленных интервью Буданова, когда даже он касается вопроса парламента, я никогда не слышал фамилию Арахамии. Я размышляю вслух. Я просто не готов назвать их друзьями, как это сделал ты. Может быть. Скорее не друзья. Скорее это люди, которые в бытность Буданова главой ГУР, а Арахамия там бытность там, руководителя більшости, я думаю, что у них у обоих были сложные отношения с Андреем Ермаком. Того и другого.
Ну вот, думаю, на этом фоне у них могла и возникнуть Хорошо. какая-то А кооперация. какая тогда кооперация у Шефира и Ахметова? Очень легкий вопрос. Обычная человеческая дружба. Они дружат много лет. Точка. Вот просто точка. Я вам по секрету скажу, только вы не обижайтесь. Ренат Ахметов живой обычный человек. У него есть друзья. Он умный человек. Он впервые за 12 лет посетил стадион и игру своей команды. Впервые за 12 лет. Я это знаю точно. Насколько это ему больно. Он дал обет себе с мая 2014 года, 2014 года, когда была последняя игра команды с Шахтером на Донбасс-арене. Далее вы знаете, как события развивались. И он дал себе слово, что он до возвращения 12 лет он смотрит футбол своей команды, да, по телевизору. Это безумно тяжело и больно. И вот впервые он выехал в Краков, светился от счастья, эмоций. Ну, это ж видно было. Так вот, если бы он думал, как, что, кто об этом подумает и так далее, ну, поверьте мне, не было бы Шефира в этой трибуне. Просто об этом не... Они дружат. Ну, они много лет дружат. Дело же не только в политике. Ведь Ренат Ахметов же не политик, и он не олигарх. У него нет партии, у него нет фракции, у него нет Ну, телеканалов. подождите, Он большой он бизнесмен. бывший депутат, он... А при чем здесь бывший? Это Подождите, бывший депутат. ну, Слушай, стойте. ему в этом году 60 лет. Он бывший комсомолец, наверное, бывший депутат, бывший спорт. Они дружат. Но поскольку мы привыкли, Ахметов и Шефир, а что это значит? Да дружат они, вот все, что это Они значит. Могут вина. до президентства Зеленского тоже дружили, наверное, да? Да, они дружат, они давно очень дружат. Близко. У Рената Ахметова немного близких друзей. Заметьте, кто с ним был вот на этой трибуне в Кракове. Ну, то есть Дарио Срна, один из руководителей клуба, да, Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера». Ну вот, собственно, и Сергей Шефир. Удивился ли я? Ну да, как-то было так. Но я знаю, что они друзья. Ну и что ты тут сделаешь? Вино вместе пьют. Может, в караоке вместе. Общаются, может быть, вместе. О бизнесе, может быть, вместе общаются. О чем угодно. Ну да. А Уитков с Кушнером и с Трампом не общаются о бизнесе, об экономике, о финансах. Мы просто настолько привыкли у своих чего-то искать, а вот у других нет. То есть, если ты крупный бизнесмен, ты не имеешь права общаться с тем, кто был. Почему? Кто-нибудь мне может ответить на вопрос, почему? А почему в день футбольной игры вместе с Ренатом Ахметовым не мог быть Сергей Шефир? Вот почему? Я думаю, что ни один человек мне не сможет ответить. Почему вы так считаете? Я бы порадовался за наш клуб, который блестяще выиграл в первой игре четвертьфинала. И вполне вероятно, что Шахтер войдет, победит и достойно выступит и войдет в полуфинал престижного европейского турнира. Я бы порадовался за Рената Ахметова, который впервые за 12 лет посетил игру своего клуба. Он главный идеолог, он рулевой всего того, что Ну, происходит в «Шахтере». А мы же радуемся. А мы же этому не радуемся. вернется Шахтер-то в Донецк. Все уже. Слово Ну, дал, слово наверное, в забрал. ближайшее время, А, наверное, это больно, это грустно. Наверное, в ближайшее время не вернется. Наверное, красавец этот стадион, Донбасс-арена, признанный в 2014 году один из лучших стадионов Европы, да, на который Ренат Ахметов потратил там более $500 миллиона. Там кусочек души всего Донбасса, футбольного клуба, футбольной общественности. Мы так снисходительно, мне это так не нравится, когда мы с такой какой-то презрительной историей. Вы почитайте историю клуба. Ренат Ахметов 30 лет президент этого клуба. Попрощался с Мирчей Луческу, слетал в Румынию, да, попрощался, отдал дань великому тренеру румынскому, который был с донецким «Шахтером» 12 лет, который принес нам всем кубок УЕФА, единственный европейский кубок за время современной Украины. Ну почему об этом не сказать в позитивных тонах? 30 лет Ахметов за рулем «Шахтера». Он Нет, ну сделал, подождите, сделал этот клуб. если бы не было претензий к власти,
И если бы эвакуация Шефира из власти, которая состоялась тогда, отвечающего за коммуникацию с олигархатом, если бы не было претензий НАБУ, ну, то есть, наверное, как-то и позитивненько все восприняли эту новость. Тем больше, исходя из того, что ты сейчас сказал, тем больше я ценю мужские и дружеские отношения. Когда между людьми не стоит вот это, ага, там же у него вот это было, а если я как бы с ним, то, наверное, лучше не надо. Да нет, это не называется дружба искренняя и настоящая. И если они дружат, то вот они и продемонстрировали свою дружбу и свои отношения, которые не подвластны каким-то временным штукам, потому что и у Шефира, наверное, по-разному были жизненные какие. Я же не знаком с Шефиром. И у Рената Ахметова, наверное, разные были периоды в его жизни. Но если их что-то связывает, то это здорово, что люди могут пронести через года свои отношения. Поэтому только по пора. Я не вижу здесь ничего. Я понимаю, как мы любим сенсации. Я понимаю, как мы любим вот это вот сковырнуть. Это наша, на мой взгляд, наша беда. Потому что я в тот день вот из этих видео кадров со стадиона я почерпнул для себя другое. Я порадовался за «Шахтер», который мог увидеть своего президента. Я порадовался за команду, за болельщиков. Да, я порадовался за Рената, который полжизни отдал футболу и дает нам возможность получать позитивные эмоции. «Шахтер» сегодня самый прибыльный клуб Восточной Европы. Это целый конгломерат, целая структура. Открывает франшизы, открывает в 7, по-моему, странах мира, открывает академии. Большая история. Он беззаветно предан своему клубу и беззаветно любит это дело. Вот вместо того, чтобы вот это сказать, а я не стесняюсь это говорить, а шо он вот это был там с Шефиром? Там был и был. Ну и замечательно, дружат и дружат. Вот и все. Очень все Хорошо. проще, чем кажется. Посмотрим, как об этом будут вспоминать, когда все-таки объявят подозрение Шефиру, о котором судачат и И говорят. что? Ну, посмотрим, как От это... этого должна прекратиться их дружба? Думаю, нет, Слушайте, зная Рената. ну тогда понимаете, понимаете, в чем дело? Ну тогда можно быть точно так же красиво. Ну, тут футбольный подтекст, да, в этой истории, в этом конкретном случае. А можно же там какой-нибудь подтекст юмора, телевидения, и точно так же поэтически рассказывать о дружбе Минтича и Зеленского, о том, что Минтич душеприказчик Зеленского. Ну так получилось, ну подозрение, Можно? ну воровал, ну Можно? какие проекты не делали, как Можно? «Квартал» поднимался, как смешно было, Можно? какие сериалы снимали. Смотри, Саш, все можно. Я уже много раз в нашей с тобой программе приводил тебе примеры. А шпион и разведчик– это одна и та же профессия. Смотря с какой стороны смотреть. Если наш– это разведчик. Если, сука, чужой– это шпион. Можно. Пора, как угодно можно смотреть на любую ситуацию. Для меня патриотизм бизнесмена определяется цифрами. У патриотизма есть четкие факторы и критерии. Если берешь, открываешь сумму налогов, сумму инвестиций, сумму благотворительности на нашу армию, на разведку и так далее, видишь, кто среди частного бизнеса номер один. Это компания Рената Ахметова. Для меня это показатель экономического патриотизма. Не вывозить деньги, а вкладывать в украинскую экономику. Обсуждает ли Ренат Ахметов с Шефиром или с другими своими друзьями бизнес, экономику и финансы? Наверное, да. Почему? Он же бизнесмен. А с кем же ему? С нами с тобой что ли, обсуждать? Так мы с тобой мало в этом понимаем. Ну да, эти-то Ну вот и понимают все. больше, конечно. Так, подведем Эти итоги. больше понимают. Подведем итоги опроса. Кто больше проиграл от результата выборов в Венгрии? 14% Россия, 16% Украина, Еврокомиссия, 19% США и 51% считают, что все-таки Венгрия. Все-таки Венгрия проиграла, Венгрия проиграла от этих результатов выборов, и, в общем... Вот не обижайтесь, друзья, на меня, обращаюсь я к зрителям, 51% проголосовавших вот за этот 4-й пункт. Не обижайтесь, я вам сейчас одну вещь скажу. Да. Я вам завидую, потому что вот я не знаю настроения венгров, которые проголосовали за партию Мадьяр, а вы знаете.
и уже сделали вывод, что неправильно они проголосовали, венгры проиграли. Вы это откуда знаете, друзья? Просто вот мне интересно. Вы изучали глубоко социологию венгерскую, вы глубоко изучали венгерское состояние общества, политику, экономику, финансы, гуманитарные аспекты, социологию. Вы знатоки этого? Я все-таки думаю, что нет. Значит, вы подвержены где-то вот этим лозунгам и клише. Ага, Орбан проиграл, значит, венгры проиграли. Не олицетворяете Орбана и Венгрию в большей степени, чем Венгрию и Мадьяр. Я же не знаком ни с тем, ни с другим. Но венгры проголосовали так. Это их право. Если они окажутся правыми в этом своем выборе, Мадьяр будет долго. Если они ошиблись, Мадьяр будет недолго, и в Венгрии пройдут там другие выборы. Это принцип демократии. Свежее сообщение от Bloomberg. США требуют, чтобы Иран приостановил процесс обогащения урана на 20 лет. Иран же предложил более короткий срок в качестве встречного предложения. Это привело к тому, что масштаб обогащения урана и обращения ядерными материалами стал основными разногласиями. То есть почему так произошло? Вот сейчас вроде как вот так, такую версию Bloomberg описывает. В настоящее время посредники Пакистана, Египта и Турции пытаются преодолеть разногласия, значит, работают над продлением срока перемирия, прекращения огня США-Иран на 45-60 дней. Вот такая вот новость. Значит, смотри, ну что ж не похвалить себя? Я, конечно, не Bloomberg, но ты сейчас зачитал Блумберга то, что я сказал час и 10 минут тому назад. Приятно? Приятно. Почему? Да не потому, что я там, просто потому, что, исходя из информации, можно делать нормальные выводы. Я же сказал, в чем у них камень преткновения, и что Иран не пойдет на бессрочное или там 20-летний перерыв в своей там ядерной энергетике, атомной энергетике и так далее. Не пойдет. А вот лет на 5, если бы они там сошлись, что вот Иран берет на себя обязы 5 лет, это другое дело, может быть. А ради мира на земле, может быть. Ну и я то же самое сказал, что в Блумберге, что сейчас посредники, я прям помню свою фразу, что сейчас посредники начнут обращаться к Дональду Трампу, да, а Дональд Трамп будет обращаться к Нетаньяху, чтобы продлить перемирие там после 21 апреля. Вот посмотрим, что и кому в этом плане удастся. Им главное договориться по Амурскому проливу, потому что уран ураном, ядерная история – это ядерная история, это среднесрочная перспектива. А вот цена на нефть – это уже сегодня. И она зависит от того, как будут развиваться события в Амурском проливе. Вот это очень важно. Так, вот сейчас значит, прийти к какому-то знамению. Переходим к вопросам зрителей. Вопросов много. Режим Блиц. Значит, начнем. Много не надо. Начнем с клуба зрителей. Значит, так, Иван интересуется, какие действия Россия совершает в отношении украинцев, которые Украина не совершала бы в отношении жителей Донбасса? По каким признакам рядовой россиянин должен посчитать украинцев жертвами агрессии, если мы видим, что для самих украинцев те же аргументы не являются существенными? Что общество в России не делает для осуждения агрессии, чего в свое время сами украинцы против своих же граждан не делали? Вот такая конструкция. Я сейчас вижу, кстати, в соцсетях очень многие вспоминают вот эту историю. И... Херовая конструкция. Сейчас разобью эту конструкцию. В Блице не получится. Угу. Разбиваю. Я не знаю, что там должны думать среднестатистические Россия, граждане России. Весь мир слышал заявление Путина 24 февраля 2022 года. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину всеми своими силами и средствами вооруженных сил. 5-й год воюет против Украины. Первое. Второе. Пример Донбасса до 22 года абсолютно сюда не коррелируется, потому что Донбасс по международно признанным границам – это территория Украины, которую в 2014 году захватили, как сами в России говорили, вы же говорили, что это не вы, что там какие-то группировки, народное ополчение и так далее. Задача любого государства, третий раз сейчас повторю, задача любого государства, незаконное формирование
и далее вы понимаете, и территорию вернуть. Любого. Да, иногда вот с такими последствиями. Хорошие они были, плохие они были. Вообще война – это херово. Конфликты вооруженные – это херово. Захват чужой территории – это херово. И убийство людей – это также херово. Не начинайте в 2014 году лезть в Украину, в Крым. Вы же полезли и в Крым, и на Донбасс. В Крыму Украина не сопротивлялась, на Донбассе попыталась сопротивляться до какого-то там перемирия и так далее. Если вы то сравниваете и пытаетесь обелить себя из того, что вы сейчас делаете 5-й год, и убиваете сотни и сотни тысяч ни в чем не повинных людей из-за амбиций одного человека по фамилии Путин, то чего мне с вами дискутировать? Крапка. Мгм. Значит, Роман, вы спрашивали, зачем России Краматорск и Славянск. Скажу, вода для Донбасса, чтобы не зависеть, даст ее Украина или нет, как в свое время электричество на Крым. Вы говорите постоянно о неком компромиссе. А в чем он заключается со стороны Украины? То, что они потеряли свои земли, но это не компромисс, это как бы данность, факт по состоянию на сейчас. Или вы предполагаете, что Украина сможет их освободить при текущем раскладе? При текущем нет. Что будет дальше, не знает никто. Никто не знает, какая будет судьба России через 10-15 лет. Мы же говорим о государствах. Мы же не говорим, что будет завтра в 11:40 утра. Никто не знает. Вон Джордж Фридман в своей книге «Следующие 100 лет» пишет о развале Российской Федерации на рубеже 40-х годов. Никто не знает. Доживем с Божьей помощью, будем наблюдать. Кто там чьи территории, какие захватит, освободит через 5, 10, 15 лет, нам этого неведомо, не знаю, мы можем только прогнозировать. А Украина пошла на многие компромиссы, в том числе признавая, что на сегодня у нас нет сил, средств и аргументов, и ресурсов освободить территорию, поэтому мы готовы по линии соприкосновения останавливаться и вести переговорный процесс. Что такое компромисс, на мой взгляд, со стороны России? Это признать, что они за 12 лет и 5-й год полномасштабной войны не смогли взять вот этот остаток там 20% от донбасской территории. И если Россия не блефует и не лжет, что она хочет мира, то признать этот факт и остановиться на том месте, Так, а Украина, к чему вы в чем пришли на компромисс? 5-й год войны. Компромисс Я только что Украины. сказал. Ну, смотрите. Я только что сказал. Ну, тут как бы ты признаешь, что ты не можешь. Ну, то есть... Мы признали, и вы признали, это и есть компромисс. Компромисс это... Вообще, что такое компромисс, дорогие мои граждане, зрители? Компромисс это не когда один будет кричать о победе, а второй горько плакать. Когда оба будут кричать о Это победе. когда есть... Да, вот компромисс это когда обоим больно. Это называется компромисс, потому что война не выявила победителей. Переможцев. Так, Александр... Компромисс это признание... Компромисс – это признание двумя сторонами, что надо останавливаться. А то, что делает Кремль, они пытаются делать вид, что у них все хорошо, и продолжают требовать и в ультимативном тоне требовать, чтобы им освободили то, чего они взять не могут. Но мир такого не знает. Если покажете мне аналогичные примеры. Это раз. Во-вторых, вы говорите, Краматорск нужен, там вода. У вас мало питьевой воды в России в 11-часовых поясах. Вам территории не хватает. В Донецке мало. То есть Краматорск это суть и цель ваша, когда вы положили 1 миллион. Это ваша цель Краматорск. Ну, как мы можем с вами дискутировать, если Краматорск это ваша цель, заради которой вы готовы убивать просто сотнями и сотнями тысяч людей? Ну, окей. Александр спрашивает, если это ваша цель. Чем вы можете объяснить, что система, которая взрастила Усика, Ломаченко, Зинченко, скатилась до человека со шлемом без каких-либо достижений? Да никого система не взрастила, ну вот такой парень оказался в нужный момент, в нужном месте. Парня подхватила вот эта история. Так а зачем его подхватил Ахметов, этого парня? Я надеюсь, что не надолго. Ну, Вот зачем? я надеюсь, что ничего из него не будет.
Что-что? Ну, Ахметов, зачем его Я не подхватил? знаю, ну, задай вопрос это Ахметову, ну это же его право, он же свои деньги дает, а значит, он ему показался в чем-то симпатичным, значит, ему понравился этот поступок, и так далее. Он же живой человек со своими эмоциями, это его право, да. Я же высказываю свое. Может, Вот, мне он не нравится, этот парень. может, друг Да, я Шефир считаю, что подсказал. Ну, может быть, да, неважно, да, Пинчук повез этого парня как он, господи, в Мюнхен на конференцию. Сейчас Пинчук им опикуется, да, опекает его, там, дают ему возможность выступить в Европарламенте, там еще где-то. Ну, вот поймали парня, вот, да, им кажется, политтехнологи, можно из него вылепить героя, триумфатора, нового политического лидера. Ну, мне не нравится это. Я ж искренне, честный, мне это не нравится. Паренек циничный, да, если бы он раздал деньги, полученные от Рената Ахметова, семьям тех погибших, кто у него запечатлен на шлеме, я бы его признал, это поступок. А он что создал с папой? Фонд именной. И прекрасно себя чувствует. Поэтому все это было задумано, да, пошел на скандал, знал, что идет в политику, ничего не добился в спорте. Посмотрим. Если добьется что-то в политике, ну, это не мой кумир. Скажу вам откровенно и прямо. мгм. Видите, насколько я могу быть объективным? Там, где вот я не согласен с действиями кого-то, я говорю об этом. Мне это не нравится. То есть для меня, то есть если почему ты выступал там в стенах парламента, в качестве кого? У нас достаточно спортсменов, героев, триумфаторов, кто привозили в Украину золотые медали, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, такое. Так парень оказался в какой-то нужный момент. Прямо на расхват. И тебе Пинчук, и тебе не только Пинчук. Прямо на расхват. Что-то в нем увидели. Что, не знаю. Я в нем этого не вижу. Вот и все. Но я не Пинчук. Понимаете, черт возьми. Так, значит, вот такой вопрос. Ирина Мюнхен. Дмитрий, почему у Украины кругом враги? Европа циничная двуличная, которая приняла для обогрева миллионы украинцев. Почему обычные немцы должны оплачивать бардак в Украине? Нас надо кормить и содержать, сказали вы в недавнем эфире. А не пошли бы вы, Ирина Мюнхен? А есть такие Никогда, настроения, слушайте, ну а что? никогда, никогда я в своем эфире не произносил фразу «нас надо кормить и содержать». Никогда. Вы солгали, а за сим я имею моральное право не отвечать на все остальное, потому что ваш вопрос очень легкий. Но поскольку вы солгали, то чего же мне с вами вести дискуссию? Еще раз для зрителей говорю. Никогда. Более того, я так не считаю, что нас должны кормить и поить. Ну, просто не считаю. А если мы говорим о политике, политически, то Европа, которая скулит от страха, и говорит, что Украина дикобраз, и, значит, зона между Россией и ими, и что мы бы еще там годик-полтора повоевали, чтобы они встали с колен, они это Европа, и что мы им нужны, то есть они тогда должны помогать финансово, списать нам долги, ну, если они так хотят, да, помогать оружием, если они так говорят. А я всегда говорю как раз другие вещи. Нам никто ничего не должен, мир жесткий, циничный, лицемерный. Так было, есть и будет. У каждого свои интересы. Поэтому не лгите и не приписывайте мне, уважаемые друзья, то, чего я не говорил. Это некрасиво и не красит вас. Хотите меня процитировать, потрудитесь, ну и только и не вырывайте из контекста. Это тоже очень важно. И А, тогда я с удовольствием отвечу Значит, на... привет из Киева, передает пользователь. В пленках Миндича, по которой все забыли, украинцам показали всего 1% безумия, которое происходит в стране. Там фигурировали сотни миллионов долларов и также крылатая фраза про двушечку в Москву. Если взять эту двушечку, разделить на 8 тысяч долларов подъемных, получится 250 добровольцев, а это уже 2 роты. Почему вся наша власть так безответственно отнеслась к мобилизации? В Украину вложили сотни миллиардов долларов, украли из них немалый процент, а про солдат никто не подумал. Пусть служат за 500 долларов, воруют миллиардами, а на достойные зарплаты денег нет. Кто за это ответственный? Власть. Легкий очень вопрос, но у вас это крик души. Я с вами не спорю, абсолютно согласен. Вот с каждой написанной вами буквой.
Это крик души у вас, это крик души у меня. Да, мы все видим. Жирующую элиту и страдающих бедных людей за руки, за ноги, которых тащат в бусик. Мы все это видим, мы коррупцию видим. Мы ни одного посаженного не видим. У всех коррупционеров все хорошо, имущества много. С каждым месяцем у них все больше и больше имущества в их декларации, у их друзей, родственников и так далее. Ну что мне вам ответить? Вы правы. Это трагедия для страны, когда во время войны вот такой уровень коррупции. Это же даже не коррупция, это мародерство. Вы правы по отношению к скандалу вокруг Энергоатома. Почему он прекратился? Что там дальше? Это вопросы к НАБУ. Они же не с коррупцией боролись. У них была задача снять Ермака. Когда они эту задачу решили, то как бы и все остальное прекратилось. То есть это заказ политический, мы об этом раньше говорили, не хочу сейчас возвращаться и тратить время. Саш, предлагаю еще там один-два вопроса и В чат, двигаться давайте, к закруглению. в чат трансляции надо, скажем так, заглянуть, потому что Загляни. все, собственно... Так, вот здесь Макс спрашивает. Спроси, пожалуйста, у Спивака, Саша, почему на данный момент в Украине ставят больше минор, чем православных крестов? Где еще так делают и почему у людей не спрашивают, что ставить? Как вы прокомментируете? Я не этот буду вопрос? отвечать на этот вопрос. Не хочу. Ну, имеешь право. Мгм. Ставьте. Да, значит, иудейская община Украины ведет такую активную, как бы, да, ну, имеют право, католики, православные там и так далее, и так далее. Но это же право этих общин национальных отмечать в Украине те или иные свои праздники. Кто-то это делает так, кто-то иначе. Не пытайтесь столкнуть, плохая эта история. Многонациональная Украина, здесь много национальных общин и общин. Не пытайтесь проявлять вот этот антисемитизм бытовой. Он плохо сказывается на всем, на нас, на стране, на людях. Ну вот такой мой вам ответ. Вопрос задают. Спросите, пожалуйста, у Спивака, а кто бомбил Донбасс-арену? Я уже отвечал на этот вопрос, больше не хочу. Мгм. Сколько Спиваку платит Ми-6? О, пацаны, это классно. Вот это вопрос, Раскусили да. вас. Раскусили просто. Да, Напополам. да, я даже, понимаете, ну, готов поделиться, как только это произойдет, но думаю, что это не произойдет, потому что я не очень лицеприятно высказываюсь в адрес, значит, роли Британии в Украине. Постоянные зрители знают мою позицию, а этот зритель, который задал этот прекрасный вопрос, видно, недавно присоединился к зрительской аудитории и не знает мою позицию по отношению к бритам. Навряд ли в Ми-6 очень нравится моя политическая позиция. Но вообще было бы, да, так, фунты стерлинги, нормально. Как только появится, я вам маякну. Будете знать об этом первым. Ну, давайте еще вот этим вопросом закончим, потому Кстати, Саш, что интересный вопрос. Сань, Саш, странно, мне как-то было бы легче, если бы вы спросили, почему мне не, сколько мне платит Моссад. Ну, окей, я бы как-то это сложил бы, Так там, это все, дважды два я четыре. так понимаю, просто там касса одна, два окошка разных. Ну, это дело такое. Понял, все, да, Значит, понятно. вопрос Так, задает пользователь, давайте на нем закончим сегодняшний эфир. да. Если бы русские требовали остановиться там, где стоим, а мы бы не соглашались и ждали, что русским перестанут поставлять деньги и оружие, то вы бы согласились на такие условия? Или лучше продолжать воевать и истощать Российскую Федерацию? Очень легкий вопрос, потому что не нужно слово «бы». Бы. Украина уже согласилась и приняла эти условия. Останавливаемся там, где стоим. То, к чему обе воюющие стороны пришли на 5-м году войны, и начинаем вести политический диалог о том, как будем в будущем жить, находясь вот как бы, да, рядышком территориально и географически друг от друга. Поэтому зачем нам бы? Мы уже на это пошли. Весь мир ждет теперь, на что пойдет Кремль и пойдет ли. Есть ощущение, что они торгуются. А с Западом, с Трампом и так далее, и так далее. Есть ощущение, что они тоже хотят закончить войну, только не знают, как эту победу продать своему русскому избирателю. Вот придумали себе Донбасс, вот эти 20% и так далее. Потому что если этого не сделать, то российское общество, когда
проснется от этого сна, значит, через полгодика, а это произойдет 100%, ну, начнут задавать вопросы, а что же это было? Вот это все, вот то, ради чего это все было. Ровно через полгода после войны, обычно так бывает, вот этот, ну, как бы, вот. Да, друзья, всем большое спасибо, что следите за нашими прямыми эфирами. Дмитрий, благодарю за время и мысли. Спасибо. Мира и добра, берегите себя. Добра и света. Традиционное мое пожелание. Спасибо большое, что пишите комментарии, за то, что следите за нашими новыми встречами.